Друзья, всем привет! Посмотрите вот на эту вот орхидею. Это, друзья, орхидея малинка, бабочка. Цветет, аромат у нее, но она уже заканчивает свое цветение. Но вот сюда вот я хочу поставить картинку. Посмотрите вот на эту картинку. Это же орхидея с катастрофически молниеносно желтеющими листьями, отпадающими листьями, покрывающиеся пятнами листья. То есть орхидея покрывалась пятнами желтыми, листья желтели, отпадали, и это было 2,5 месяца назад. Вот такая вот болячка эту орхидею постигла. Видео на обзор этой орхидеи, на обработку этой орхидеи я оставлю в верхнем правом углу. Можно все пройти, посмотреть. Но для тех, кто только подписался, я хочу немножечко в двух словах пояснить, что у нас происходило. В ноябре прошлого года, получается, уже 2,5 месяца назад, при очередном поливе я обнаружил, что у орхидеи желтеют листья, и верхние листья покрываются желтыми пятнами в виде круга. В виде кругов. И в одном из видео в комментариях мне написали, что это все, орхидею выкидывай, это вирус, это круги желтые оставляет именно вирус по кругу, вот так вот оставляет это вот вирус. На что я сказал, что это вполне может быть не вирус, и это может быть хлороз, это может быть следствием действия микроорганизмов, грибков, которые появились, и вследствие их жизнедеятельности орхидея перестает усваивать некоторые микроэлементы, вследствие чего от нехватки этих микроэлементов орхидея покрывается этими пятнами, либо непосредственно сам грибок попадает в живые ткани растения, начинает прогрессировать, разрастаться и, соответственно, разрушает эти ткани, поглощает орхидею. И вот, чтобы это все проверить, перед тем, как кормить желтеющими листьями орхидею хелатом железа, это хелат железа, микроэлемент, именно нехватка которого и приводит к пожелтению листьев, но это уже, как понимаете, это следствие, а нужно бороться с причинами. И вот мы эту орхидею начали обрабатывать привикуром. Это уже не первый раз у нас была подобная ситуация. Вот огромная слоноподобная орхидея стоит вот здесь вот на заднем плане, вот это вот мощная, вот это вот. Стоит. Это Айхсин Спот Леопард. Она у нас в прошлом году после первого цветения начала покрываться желтыми пятнами. Новый листик у нее стал покрываться желтыми пятнами, просвечивающимися на свету, желтые такие, и напоминающие такую, знаете, как бы сеточку такую с прожилками. Мы обработали эту орхидею привикуром, и все, как бабушка отшептала, все восстановилось, все. Вот то же самое примерно произошло у нас с этой орхидеей. 2,5 месяца назад у нее ярко-желтые листья, и по кругу, значит, прям вот яркие, вот здесь вот здесь вот желтые пятна были, вот здесь желтые пятна, то есть те, кто смотрел это видео, те прекрасно помнят. И вот на сегодня у нас еще вот этот листочек еще желтый, но желтизна, она постепенно, видите, она желтеть начинает, не желтеть, а зеленеть начинает. Видите, желтизна проходит, и орхидея восстанавливается. Это тот самый, значит, старый цветонос, который 2,5 месяца назад был у этой орхидеи, недоцветший. Орхидея дораскуклила почку последнюю, и несколько бутонов. Они вот закончили свое цветение, а новенький цветонос, вот он, цветет и пахнет. Орхидея ароматная, у нее такой, знаете, специфический такой яркий аромат, ну, на любителя, скажем так, такой, знаете, мужской. Несмотря на то, что она малинка, но аромат у нее такой мужской. И вот сегодня я хочу эту орхидею, значит,
достать из этого горшка, из этой посадки, потому что, ну, совершенно очевидно, что не... Я уже не раз говорил и говорю, что не всем орхидеям бывают некоторые экземпляры капризные к тому или иному методу ухода. И поэтому приходится к отдельным каким-то орхидеям подбирать отдельные варианты ухода. Это и посадка, это и полив, и освещение, и все. Вот буквально несколько дней назад показывал обзор орхидей. Golden Dawn, тоже посаженную вот в такую вот емкость, фужер, и вот с такими лопухами, с 4 цветоносами и, значит, с огромными жирными корнями. Эта орхидея у нас не нравится, ей эта посадка, поэтому я ее хочу достать вот из этого горшка и сегодня обработать, замочить ее другим средством от грибково-бактериальных болезней, ну вообще от болезней. И это вот топаз, это системный препарат, который проникает внутрь растения и подавляет болячки. Почему я хочу это сделать? Потому что у орхидеи на местах пожелтения и жизнедеятельности грибка, разрушающего внутренние ткани растения, остались, ну как сказать, остались следы деятельности грибка. Сам грибок погиб, а его продукты остались. И эти продукты, видите, стали, скажем так, коричневеть. Они вот на просвет такие коричневые. И вот чтобы на этих местах не поселился сажистый грибок, который очень хорошо любит на пораженных местах селиться, я хочу и обработать эту орхидею вот этим вот топазом. Возьму пол-миллилитра на литр чистой, хорошей отстойной воды. Замочу эту орхидею. Но прежде чем замочить, я ее хочу извлечь из этой посадки, почистить полностью корневую, убрать все чешуйки, в общем, провести все мероприятия по, ну как сказать, по приведению этой орхидеи в порядок. Не нравится ей эта посадка, не всем все нравится одинаково. Так что бывают и вот такие вот неприятные моменты, деваться некуда, и здесь уже сам хозяин, архаман, решает, что делать с такими орхидеями. Думаю, что предыдущий хозяин именно по этой причине и продал эту орхидею из личной коллекции, потому что покупал я ее в позапрошлом году именно уже взросленькой, в не очень, скажем, таком хорошем состоянии, из частной личной коллекции, эту орхидеечку. Она у нас вроде как ожила, начала расти, но вот потом с ней случилось 2,5 месяца то, что случилось назад. Ну что, переключаю камеру и перейдем к ее потрошению. Так, друзья, ну вот она, вот такая вот красотка, ароматная бабочка, малинка. Не зря она называется малинка, потому что очень и очень похожа на такую, знаете, на малину. Вот, хоть аромат у нее, конечно, не совсем малинковский. Вот сегодня у нас в этом цветении вот такая вот небольшая какая-то аномалия от цветения этой орхидеи. Цветонос я не буду срезать, он как есть, я его так и оставлю. А вот саму орхидею мы из этого фужера извлечем. Так, ну что, это у нас корни погибшие, я так вижу, наблюдаю. То есть орхидея здесь не очень понравилась, не особо она себя хорошо здесь чувствует. Хотя первое время она начала здесь наращивать корни, а потом что-то пошло не так. И все. Вот такая вот, друзья, сейчас картина с желтыми пятнами. Они там, где была желтизна, позеленела. Ну а в середине желтизны у нас вот проявились вот такие вот коричневые, видите, вдавленные пятна. Это погибшая ткань. Это именно там, где был грибок, он погиб, и вот ткань погибшая, которую разрушил грибок, она, ну, скажем, усохла, и получились вот такие вот вмятины. Ну и, соответственно, она, видите, сквозное, вот такое вот сквозное. Так, ну что, извлечем, сейчас все подробно увидим и посмотрим. Корни у нас здесь
к стенкам. К стенкам не особо приклеены, поэтому я думаю, что орхидею без труда извлечем отсюда. Посадка у нас вот такая вот. Сколько? Ну, почти она у нас тут сколько? 1,5, наверное, года просидела эта орхидея в этой посадке. Не совсем, конечно, здесь все у нас красиво и по фэншую. Вот, но, друзья, не все бывает, скажем, всегда успешно. Бывают и вот такие моменты, и никуда от таких моментов не деться. Поэтому вот я показываю вам все как есть. Что и у меня тоже бывают некоторые проблемы. И, значит, сейчас почистим орхидею. Я заготовлю раствор. Вот здесь на литр капну сюда сейчас пол-миллилитра топаза. И замочу замочу в этом растворе орхидею на минут, наверное, сколько? Минут 10. Я думаю, этого будет достаточно. Минут 10. Он сразу характерный запах у этого средства. Так, пол-миллилитра нам много не надо. Вот, пол-миллилитра. Друзья, пол-миллилитра. Сейчас сразу окраситься должен. Оп, видите, сразу в молочный цвет. Это говорит о том, что топаз у нас настоящий. И у него такой специфический, прям очень специфический запах. Вот, так, все, размешали мы. Точнее, раствор сюда. Вот такой вот он. Пол-миллилитра этого достаточно. Вот. Ну, у нас вообще есть плейлист на канале, который называется «Топаз для орхидей». Там вот все в подробностях и в вариантах. Так, много у нас здесь, да, тоже, смотрите, погибших корней. Кстати, вот такой вот, видите, здесь у нас бактериалка, я смотрю. Так, сейчас будем все удалять до живой ткани. И потом все живые места срезов будем... Да, что-то не понравилось, друзья. Так бывает. Это жизнь орхидейная. Поэтому ничего бояться не надо. Ну, опять же, одно дело, когда, знаете, у людей там 10 орхидей, и половина из них болеют. А другое дело, когда пару сотен орхидей, и там 1-2 из этих пару сотен. Вот. Это, друзья, это нормально. Я говорил, и не только я об этом говорю, что те архаманы, которые говорят, что у них орхидеи не болеют, но они врут. Орхидеи обязательно какие-то болеют. Вот. Так не бывает, чтобы орхидеи не болели. Это как, знаете, все живые организмы. Это не роботы. Вот. Все, бывают, теряют иммунитет, подхватывают какие-то простуды, болячки. Да. Но все эти простуды, болячки, они дают опыт. Нам дают опыт. Так, вот у меня перекись водорода. Такой перекисью водорода все срезы я обязательно там, где посрезал на орхидеях. Так, вот сухой. Обрабатываю, в общем. Так, ну вот так вот у нас тут такая картина. Сейчас я все здесь прям все уберу ненужное. Старые цветоносы вот эти вот посрезаю. Вон сколько этих пеньков. Орхидея такая любит подцвести. Ну, как подцвести? Она часто выдает цветоносы. Много.
Но цветет она на самом деле недолго. По моим наблюдениям, она от 2 месяцев до 4-6 месяцев цветет. Так, вот этот корень, наверное, я удалю. То есть, хотя он весь, видите, весь здесь пришел в негодность. Да, он нам здесь не нужен. Вот это вот я все сейчас у орхидеи посрезаю. Здесь тоже капну. Вот. Так, ну вот. Такая вот. Нет, корни хорошие есть, вот, безусловно. Вот хороший корень. Вот у нас хороший корень. То есть с такими корнями нам, в принципе, орхидею можно посадить. Но прежде чем посадить, нам нужно ее сейчас обработать. Так, за кадром у меня там шумит кот. Вот. Дверь у меня сюда в орхидейную комнату закрыта. А он сидит под дверью и мяукает. Я не знаю, слышно вам, не слышно. Вот. Требует, чтобы я его сюда пустил. Так, вот эти все чешуйки я убираю для того, чтобы они... Сейчас, Мить, я тебя открою, подожди. Вот. Митюша, сейчас, не шуми. Вот. Он уже поел на самом деле, он не голодный. Он просит, чтобы я его сюда пустил, чтобы он на соседний стул улегся. Так, ну вот так вот, собственно. Сейчас мы ее замочу, я ее в растворе, помещу. Ну и все. Она у меня в растворе побудет, я сказал, минут уже 10, может быть 15. Вот так вот. Я целиком ее прям с листьями. Вот так вот. Вот. Пусть и вот эти участки пораженные тоже смочутся этим топазом. Мы, кстати, видео у нас есть на канале, где мы применяем топаз, и вот такие подобные пятна я прям кисточкой смазываю неразбавленным топазом с обоих сторон на случай такой профилактический, лечебно-профилактический случай, момент. Все, друзья, вот так вот орхидея побудет у меня 10-15 минут, после чего я ее достану, помещу вот в это кашпо, и она у меня до следующего дня постоит, до завтра, подсохнет немножко, и уже в следующем заходом я эту орхидею пересажу. Как пересадить эту орхидею, в какой грунт, если есть у кого-то, друзья, какие-то предпочтения, желания, потому что мы много сажали, напишите в комментариях. Но я бы, например, вот как раз бы, может быть, эту орхидею, с учетом того, что вот корни у нее гниют, может быть, я в грунт добавил, вот многокомпонентный сделал грунт, возможно, добавил бы кору дуба. Да, кору дуба, добавил бы еще, возможно, кокосовые чипсы, хотя здесь у нас тоже были кокосовые чипсы, и что-то у нас здесь не заработал. Хотя нет. В общем, не знаю, друзья, пока она замачивается, до следующего видео пишите в комментариях свои, ну, не знаю, может быть, пожелания какие-то. Вот, во что пересадить эту орхидею. Может быть, просто в обычную кору, перемешанную с мхом, как это мы последние пересадки делали в прошлом году. И орхидеям очень хорошо зашло. Просто кора, мох и все. Может быть, кора дуба, смешанная с чем-то еще. Может быть, керамзит тоже с чем-то. Может быть, еще что-то какие-то. Вот. Ну вот, хочется от вас предложение послушать, во что пересадить эту орхидею. Может быть, просто в чистую кору, может быть, в орхиату, может быть, в кору с добавлением триферна. Вот в такие вот какие-то грунты. Все, друзья, орхидею распотрошили, пускай она напитывается. Пускай напитывается топазом. Вот так вот.
Ну, а вам всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока.